того, чтобы пожениться, здесь жених должен заплатить, то есть дать в дань жене 5 килограммов золота. Я курю за 60 дирхам. Все за $1, блин, ребята. 2 недели проводили рейды, поймали 170 девушек. В Дубае, чтобы туристы за что-нибудь штрафы платили. Горячий! Ребята, мы остановились возле отеля Атлантис. Сам попробуем прикинуться миллионерами. Уболтали мы, короче, секьюрити. В Дубае могут отрубить конечности. Шо, казино нету. Какой еще бизнес можно открыть? Пахлаву можно на пляже продавать? YouTube канал Славон в отрыве. Все нормально, разрешение на съемку есть. Если мужчина это человек, то женщина его тень. Free pizza. $5. Ребятушки, вот она, Бурдж-Халифа. Тот, кто смотрел фильм «Челюсти», в аквариуме не смеется. Тебе нравится Дубай? Приветствует канал Славон в отрыве. Ребята, всем привет! Вы на канале Славон в отрыве. Сегодня мы в Дубае едем на обзорную экскурсию, на индивидуальную обзорную экскурсию с нашим личным экскурсоводом Азизом. Здравствуйте! Азиз крутой чел. А пока направляемся на экскурсию в Дубай. С нами наши друзья с Красноярска. Привет! Юлек на заднем фоне, мой оператор. Ну что, погнали! Сегодня будет очень интересно. Погнали! Ребята, мы едем забирать еще наших друзей. 3 человека еще у нас будет вместе с нами на экскурсии. Ну и пока Азиз расскажет нам пару интересных моментов, что у него интересного случалось во время экскурсии, давно он тут живет, что видел, женат, не женат. Ну что, Азиз, расскажи. Нашел жену здесь или приехал со своей? Нет, я еще не женат, мне только 23 года. О, молодой еще. Дай бог, есть планы. Почти как мы. Почти как вы. Еще не нашел. Дай бог найду и поженюсь. Но здесь в планах нету жениться. Именно в Объединенных Арабских Эмиратах нету, потому что здесь очень дорого. Для того, чтобы пожениться, здесь жених должен заплатить, то есть дать в дань жене 5 килограммов золота. Ух ты! Но у меня такого сейчас пока нету. Так что лучше в Узбекистан и там буду жениться. Азиз живет в Узбекистане, город Ташкент, родился в столице. В Дубае уже 4 года, довольно солидный срок. Как здесь отдыхаете? Как отрываетесь? Ты мусульманин, христианин? Я мусульманин. Мусульманин. Алкоголь не пьешь? Нет, нет. Шиша куришь? Шиша, да, бывает. Временами балуемся. Про что-нибудь покрепче спрашивать не будем. А есть нормальные кафешки, вот такие недорогие, с хорошим кальяном покурить? Так, да, конечно. Есть несколько мест. Сколько вот примерно стоит? Один кальян, вот, например, из-за того, что я частый клиент, скидка 50%, я курю за 60 дирхам. Мы вчера вот возле Лимера проходили, прям на Лимере от 65, нам сказали, дирхам кальян. То есть от мне 65... такой хороший за 60 дирхамов делаю. Отлично. С учетом скидки, да? А так без скидки 120-130 дирхамов. В Египте мы брали 2 кальяна за $1. Это наш рекорд. И очень крутые кальяны. В $1 входило 2 кальяна и шоу, дискотека, короче. Все за $1, блин, ребята. Вот какая разница. Но это не Египет, мы в Дубае. Самый дорогой город мира, самый крутой, самый тусовочный, самый отрывной, на отрывном канале. Ну что, Азиз, расскажи про туристов. Какие были интересные моменты за 4 года? Вот. Попадались бухе, были туристы? На экскурсию приезжали или прямо на экскурсии набухивались? Нет, таких не было. Будут. В таком. Какие-то интересные истории. Сейчас пока не пропоминаю. А были нетрадиционные ориентации? Что-то было такое, вроде. Но они не признавались. Не признавали.
Мы, кстати, когда в автобусе ехали сюда, видели двух ребят арабской внешности, не знаю, ну, держались за руки-то как-то друг друга там что-то щекотали. Вот. Не знаю, что это было, может просто по-дружески, а может это больше, чем дружба. По-братски. Да, по-братски. Ладно, у нас в Минске, не знаю, в Красноярске, может быть, тоже распространено, когда девушки не могут расплатиться за такси, предлагают интим-услуги. Что-нибудь было такое в Дубае? Такое в Дубае. Во-первых, это запрещено. Очень большие штрафы. Это за проституцию? Да, за проституцию. Ну это же не проституция, просто у девушки нету денег расплатиться. Она а что это такое? Говорит, ну это по-дружески. Тебе 23 года, мне 19. И такие намеки, да, пошли? Да. Не было такого, да? Не было. А мы вот вчера гуляли, и, короче, на улице лежат визитки с номером телефона, ну и там вроде как непристойная фотография, ну, да, так а как вот это вот все? Ну, полиция что же ездит, она все это может как-то проконтролировать, позвонить. Вот. Да, как-то... Короче, мафия. Мафия, да. Как-то их не закрывают. Ну, в общем, да, с этим тяжело бороться. Да, тяжело. 2 недели проводили рейды. Поймали 170 девушек. Ты участвовал в рейдах? Нет, конечно. Блин. Большие штрафы и депорт. Но Вот. все равно они не останавливаются, продолжают свою деятельность. В основном с каких стран приезжают, занимаются такими непристойными делами? В основном из Филиппин. Филиппинок очень много. Ну, симпатичные девчонки. Так, средние. Ясно. Ну, интересно. Ну, вот. Мы еще по телефонам этим не звонили, визитки не смотрели. Все впереди. У нас еще 10 дней отдыха. Вот так вот мы едем на классной Kia. Как называется? Седона. Как? Седона. Kia Sedona. Класс. Азиз, такой вопрос. А случалось ли, вот, пока ты в Дубае, чтобы туристы за что-нибудь штрафы платили? Да, бывали такие случаи, когда турист заплатил штрафы за неношение маски. Это было один раз у одного туриста, но он в наглую во время пандемии не носил маску. За это поплатился. И все, только вот за 4 года один случай с маской. Да, один случай с маской. Видите, ребята, нас пугают, что Дубай закрытый город, тут чуть ли там в шортах ходить нельзя, девчонкам там в юбках нельзя ходить, там со спиртным тоже там куча вопросов. Хотя в дьюти-фри продается спиртное, пиво, виски, берите, пожалуйста. Дубай город для отдыха и работы, для классных чуваков, таких как мы, с Азизом. Арендуешь квартиру или, может, уже за 4 года приобрел свое на Марине или возле Бурдж-Халифа? Дай бог куплю, но пока арендую. В районе Дубай-Марина. Ну, отличный район, супер. Двухкомнатная квартира, $2000 в месяц. 3 человека снимаем. И в принципе обходится не так дорого. Ну, отлично. 2000, ну это же Дубай-Марина, ребята. Это Дубай-Марина, центральный, да, район самый крутой, конечно. Мы смотрели на Airbnb, пока он еще был доступен для жителей РФ и Беларуси. Планировали тоже самостоятельное путешествие на 2 недели. Можно было снять, ну, что-то типа виллы в районе $1000. Вот, где-то за 15 минут до пляжа. Так что жилье в Дубае есть хорошее, недорогое, на любой кошелек. Вот, поэтому приезжайте, реально очень круто здесь. Азиз, а арабский уже выучил? Арабский нет. Учишь? Даже нету в планах учить, из-за того, что он здесь очень редко используется, потому что в основном 90% это иностранцы, 10% только местные. Поэтому арабский очень редко используется, и мне ни к чему его учить. А на скольких языках разговариваешь? Русский, английский, свой родной узбекский. Еще не поверите, я говорю на китайском.
Вау, ну сейчас китайские туристы в приоритете, так что Да. мы не сильно удивлены. Молодец. Супер, конечно. Как тяжело китайский изучать? Нам А, китайский мне- что удивительно. Он нас почти родной. У вас тоже родной? Я... У нас появились новые ребята. Добавилось 2 человека к нашей экскурсии. Ребята с какого города? С Иркутска. С Иркутска, а точнее с Бенедорма, с нашего любимого с Юлей города, с нашего самого классного, которого мы любим, всем сердцем обожаем и надеемся скорее туда вернуться. Может быть, даже в этом году, если не закроют границы, откроют визы, и мы будем опять в Бенедорме, английская улица. Бенедорм, привет! Сначала начнем современный. В первую очередь поедем на искусственный остров Blue Waters, где стоит самое большое колесо в мире, Айн Дубай. Сначала туда, потом по ходу дела будем посещать другие места. Отлично. Так, ну что, едем на колесо обозрения, самое высокое в мире. Поддерживаем? Едем! Или поедем в duty free? У нас же маршрут проходит все равно же через колесо. Но мы можем изменить маршрут, если кому-то колесо обозрения не интересно. Если хотите, мы постоим рядом. Я не хочу. Вы не хотите? Колесо Так, нет. голосуем. Не, на колесо вы подняться по-любому не сможете. Потому что колесо не работает. Но райончик он такой красивый. Все, тогда едем, конечно. Заливчик можно посмотреть. Хорошие Поэтому рекомендую, фоточки. да, рекомендую посетить. А чего колесо не работает? По техническим причинам несколько раз до этого колесо останавливалось и решили полностью остановить Ничего себе. на ремонт. А люди там были, когда оно останавливалось? Да, были. У меня даже были туристы, которые почти 2 круга сделали. Офигеть. Заплату одного круга. Но все равно это же стресс такой, остановиться на такой высоте. Сразу вспоминаешь фильм «Пункт назначения». Вот, сейчас колесо это покатится. Что делать? Не говорите. Сразу про маму вспомнил, родственников, Да. завещание начал писать и так далее. Кстати, смотрите, обратите внимание направо. Дом, высотка, очень похож на советскую застройку. Вот мне что-то напоминает, вот как у нас строят дома. Это не вот этот вот. А вот это вот такая вот высотка. Вот как у нас в Союзе строят. Кстати, чем отличается, вот как думаете, вопрос на засыпку, успешный город, ну от такого обычного вот, авторитет города, то что крутой город, вот что его отличает от других? Большое количество строек. Вот, правильно, действительно. Количество башенных кранов. Если в городе их очень много, значит это успешный город, и он развивается, и у него все хорошо. Так что, когда будете в ближайшее время в Нью-Йорке, или в Мадриде, или в Берлине, обратите внимание, что там большое количество строек и башенных кранов. Халифа бин Заид, его зовут, он считается правителем Абу-Даби и еще президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Вот, например, здесь правит шейх Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум из рода Аль-Мактумов, которые правят уже более 180 лет. А в Абу-Даби правят род Аль-Нахаянов. Вот, основатели Объединенных Арабских Эмиратов это шейх Заид и шейх Рашид. Они родом шейх Заид из Абу-Даби, а шейх Рашид из Дубая. Вот эти 2 человека объединили все 7 эмиратов, которые до этого всегда воевали друг с другом. Они объединили, и в Абу-Даби президент, здесь премьер-министр, вице-президент шейх Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум. Вот эти 2 эмирата, Абу-Даби и Дубай, управляют Объединенными Арабскими Эмиратами. Другие эмираты, конечно, могут сказать свою точку зрения, но последнюю точку ставят Абу-Даби и Дубай.
По ключевым вопросам, в общем, они главные. Хорошо, а выборы проходят вообще? Выборов нет. Выборов нет. То есть это монархия, получается. Монархия. Хорошо, От если отца сыну. шейх Абу-Даби вот хочет сделать что-то, а остальные 6 шейхов против. Например, если это внутренние дела, то он даже не будет у кого-нибудь спрашивать. Так же, как и здесь. Шейх Дубай может начать какой-то проект и не сказать другим. Это его внутренние дела. А Потому если что он международная правитель Дубая, политика? то уже Абу-Даби там решает. Потому что там президент. За внешнюю политику отвечает Абу-Даби. А если вот 6 шейхов с других эмиратов против там какого-то решения? Они вместе рассмотрят все это, конечно. Абу-Даби не может То сам есть он взять. единолично Да, не может не принять. может. Ну, все-таки, видите, демократия есть, так что никуда без демократии. Вот. Решения принимаются совместно, и это очень правильно, ребята. И это подтверждает, как живет Арабские Эмираты. Ребята, посмотрите. Самые высокие здания, самые дорогие машины, самые успешные люди, самые классные и успешные туристы, такие как мы. Завидуем молча. Куда мы сейчас направляемся? Мы направляемся на искусственный насыпной остров Blue Waters, который Остров Blue Waters. который новенький и где стоит самое высокое колесо обозрения в мире. Едем на самое высокое колесо обозрения. Посмотрим, насколько оно высокое. Что, Азиз обещал, если мы сегодня что-то не успеем, завтра продолжим. В 6 часов он нас заберет. В 6 утра. Ну, конечно, не вечера же. Обратите внимание, идут вот настоящие мусульманки с белым зонтом. Идут на автобусную остановку. Арабские школы. Тут дети там могли учиться на арабском, на своем родном языке. Есть и много школ, в которых обучение ведется на английском языке. И обучение очень дорогое для иностранцев, а для местных полностью бесплатное. Бесплатно не только на территории Объединенных Арабских Эмиратов, но и за рубежом. Это вот льгота для местных. Местных всего-то 3,5 миллиона, и для них делают очень много льгот. Это тоже одна из льгот, когда детей отправляют за рубеж учиться за счет государства. А классы там, класс девочек, класс мальчиков или они? В арабских есть, да, которые по шариату. Есть классы, в которых отдельно девочки, отдельно мальчики. 3,5 миллиона это все Эмираты? Все Эмираты. А в Дубае конкретно? Здесь приблизительно 1 миллион. А со скольки уже можно жениться и замуж выходить пацанам и девчонкам? С 18? То есть нет такого, что в 14 уже можно Нет. там Нет такого. взять Это там было 3 там- жены? Нет такого. И верблюда в подарок. Это было давно. 15 килограмм золота. На одну. Надо. А вы сразу 3, да, рассчитали? На 3 сразу 15. Надо еще прокормить. Это вот, видите, слева, справа это виллы. Здесь в основном живут местные. Это самые простые, а вот слева так получше. А сколько стоит вот такую вот виллу купить в Дубае? Здесь где-то 500-600 тысяч долларов будет стоить. О, Такая скромненькая вилла. $1000. Нет, это зависит от района и вот как выглядит сама вилла. Я говорю скромненькая, это 500-600 тысяч будет. Где, на такси? Нет, из дома, из вида пейзажа. а вот трехзначный номер сколько будет примерно стоить? Мы ставили ставки, я говорил, до 10 тысяч долларов. Нет, дороже. Дороже? Дороже намного. Потому что я так прикинул, трехзначный номер, это значит
Так, 10 трехзначной степени, это миллион номеров таких может быть. Учитывая, что в Арабских Эмиратах там живет там сколько там, 5-10 миллионов человек. 11 миллионов. 11 миллионов, то есть каждый 10-й номер, соответственно, я думаю, тысяч до 10, наверное. Но дороже будет, да? Дороже, намного. А примерно там 100 тысяч? Примерно 100, 50 и выше 50 будет. и выше. Он четырехзначный, обычная Ну, машина. четырехзначных много. У них и медицина бесплатная у местных. А критерии местности как? Вот кто считается местным? Местные это те, которые здесь родились и у кого родители тоже были местными. Ну, то есть, если, скажем так, коренной араб женится на не арабской женщине, То у детей не будет. теряет право на льготы, Да, да? никаких льгот не будет. И жена тоже. И, конечно, жена же не местная. Ну, а дети, если здесь родились, Нет, они не получают никаких льгот. оба родителя, И да? оба родителя должны быть местными. Здесь многоженство, да? Многоженство? Получают они эти паспорт гражданина? Нет, Тоже нет? нет. Если бы получали здесь бы население, знаете, намного больше было. Ну да. Они специально вот так сортируют для того, чтобы миксов не было. Для того, чтобы иностранцев не было так много гражданинов. Но гражданство здесь можно получить, но очень сложно. Во-первых, кто получает? Это инвесторы, которые могут вложить очень большую сумму в Дубай. Во-вторых, сейчас начали выдавать гражданство докторам, в ком есть потребность. Например, стоматологов очень много, да? Им гражданство не дадут. А если какой-то хирург, кардиохирург, который делает какие-то микрооперации, их же очень мало в мире, вот им могут выдать гражданство, да, уникальные доктора могут получить гражданство. И там тоже есть критерии: минимум 10 лет опыта, докторская степень, и потом они могут рассмотреть, вы подходите или нет. Вот сейчас справа видите очень много IT-компаний. Вот Microsoft, там Google будет, Oracle, еще другие. Здесь это вот эта территория называется Дубайской Кремниевой долиной. Если в Америке есть Кремниевая долина, то здесь есть Дубайская Кремниевая долина. Здесь собрались все IT-компании, вот с правой стороны. Слева метро. Видите, есть две ветки метро, красная и зеленая. Это красная. Она считается самая протяженная ветка метро без машиниста. 91 километр протяженность красной линии метро. Кроме метро здесь есть еще трамваи, есть монорельс. Мы все сегодня это увидим. А сколько стоит на метро проехать? Смотря куда вы едете. Не так, как в России. Там заплатил одну сумму с начала до конца. Нет такого. Протяженность, да. По протяженности рассчитывают сумму. А справа это трамвай. А это жилые дома, вот эти вот высотки? Жилые, да. А туда можно это подняться бесплатно? Наверх. Да. Если какой-то Зайти. отель, то можно. А если жилой дом, там вахтер сидит или как? Да, да. Сидит Есть люди, вахтер. которые даже Охранник. не откроют. Security? Security. Да. Это справа уже район Дубай-Марина. Дубай-Марина. Слышали про такой район? Про Марину слышали, про Дубай так. Дубай-Марина. Вот это торговый центр Дубай-Марина, мол. Где вот справа, да? Да, кругленький такой. Вот, отлично. И почему Дубай-Марина? Тоже слышали? Нет. Есть туристы. Это уже ошибка, я сразу говорю. Некоторые думают, что у шейха есть жена, зовут Марина. Из-за этого вот этот район назвали Дубай-Марина. Но на самом деле это не так. Это же с английского переводится как причал, пристань. Поэтому здесь внутри этого района находится канал. Искусственный канал, который раскопали в 2003 году.
там паркуются яхты. Поэтому район получил такое название. До этого эти яхты парковались у пляжа Джумейра-Бич. Во-первых, забирали очень много места, во-вторых, закрывали очень красивые виды на залив. Потом шейх сказал придумать способ и убрать эти яхты. Люди придумали раскопать канал, и вот у них это получилось. И этот район стал одним из самых престижных районов Дубая. Сейчас, через несколько минут вы сможете увидеть этот канал. Правда, канал красивый. Да. Из-за этого канала здесь цены выросли несколько раз на дома. А сколько зарабатывают вот эти вот доставщики еды? Очень мало. В основном, 2000 дирхамов. в основном это пакистанцы работают. Пакистанцы, индусы. Вот справа пляж, один из самых популярных, Джумейра-Бич. А здесь прямо это уже остров Blue Waters. А нудистские пляжи есть? Нудистские пляжи есть? Нет. Это в Европе все. Здесь таких нет. Это вот колесо прямо. Сейчас припаркуемся и потом поднимемся наверх. Это пешеходный мост. Да, Пешеходный мост. Марины, да. Джумейра-Бич. Blue Waters. 300-метровый новый мост. Вау. Это мы заезжаем на паркинг? Да, парковку. Платная, бесплатная? Бесплатная. Пока бесплатная. В будущем будет платная. Есть там по времени, сколько можно бесплатно стоять? Здесь без проблем можно стоять сколько угодно, лишь бы не оставлять машину на ночь. А то приедет эвакуатор и заберет машину. Все для людей сделали, молодцы, красавцы. Людей реально, наверное, меньше, да, после выставки стало, после закрытия? Ну да. Еще же месяц Рамадан же сейчас. Столько персонала уехало. На каждом павильоне, представьте, там 150 павильонов, если на каждом работало по 10 человек, то 1500 человек, только обслуживающего. Было 190 персонала. павильонов государств и павильоны крупных компаний. Их было более 200 компаний, 200 павильонов всего. Почти в 2 раза больше, чем лондонский. Представляете, диаметр 250 метров. И в каждой кабине помещается по 30 человек. Но из-за пандемии туда пускали 12-14 человек в каждую кабину. Один оборот за 38 минут делает. Как там 30? Да, А там сидят или стоят. Да. Посередине есть место, где можно посидеть. И есть определенные кабины, где есть бар, есть ресторан. Да. А И сколько там можно, коктейли стоили? 150-200. Да, конечно. А сколько времени? 38 минут. Смотрите, приближаемся мы к такой вот красоте. Дубай-Марина. Скоро будем здесь жить или арендовать квартиру. Вот где-то из этих высоток квартира Азиза, да? Да, вон там мы. Вот там вот самая высокая, Первая. вот самая высокая, да. Ребята, если вы на Марине вдруг захотели в туалет, мы вам покажем, где он находится. Заходим, проходим Play, Blue Waters Dubai, Opening Soon. Вот, идем. Туалет бесплатный только для крутых челов. Да, Азиз с нами поделился информейшеном, где бесплатный туалет. Лакшери туалет. Лакшери. Самый дорогой туалет в Дубае. На его постройку шел не $1 миллион. Так, и вот, ребята, бесплатный туалет. Хоть что-то есть бесплатное в Дубае. Так, ну здесь съемка временно заканчивается. Потому что даже туалет в Дубае — это произведение искусства. Посмотрите,
какой ремонт, как я уже говорил. Не $1 миллион вложен в этот чудо-туалет, который сделан по последнему слову техники. Что здесь необычного? Мыло само раз. Ну давай. Оп, оп. Я уже помыл руки. Вот. Это, ребята, для тупых написано не работает. Все работает с одной стороны, экономия. Так, сюда подносишь руку, раз, мыло пошло. Сюда, раз, вода пошла. Ну-ка, поехали. Вот. Как уборные выглядят. Смотрите, вы такого никогда не видели. Белый туалет. Сенсорный. Мусорка, туалетная бумага. Есть шланжик, если туалетной бумагой не пользуетесь. В общем, конечно, я шучу, но очень стильно, интересно, прикольно. Вот. Как выглядит туалет для инвалидов. Что здесь есть необычного? Ну, в общем, все стандартно. Вот. В общем, все для людей. Аляйн — это город. Вы про Аляйн говорите? Да. Это город, который по размерам стоит на 4-м месте в Объединенных Арабских Эмиратах. В Абу-Даби он стоит на 2-м месте. Это город в Абу-Даби, где родились все шейхи. Шейхи Абу-Даби. Шейх Заид был оттуда, нынешний президент. Все из этого города. И даже жены из этого города. И после того, как шейх Шахбуд стал шейхом Абу-Даби, он выделил шейху Заиду территорию, а именно Аляйн, чтобы он управлял этим городом. Долгое время управлял Аляйном, он был руководителем этого города. Начал решать очень большие проблемы, остро стоящие проблемы с водой, с образованием, медициной. И у него это очень хорошо получалось. Информацию, новости, что происходит за рубежом. И учился всему этому. И здесь появилась нефть. Так, это мы сейчас с Азизом едем в Пальма-Джумейра. Мы уже здесь. Вот. Здесь находится самое высокое здание на Пальме-Джумейре, куда можно подняться на смотровую площадку. Все это стоит 100 дирхам. Вот. Сюда добраться на метро не получится. Здесь ходит монорельс. Стоимость проезда 20 дирхамов. 20 дирхамов за 4 станции, ребята. Как по-вашему, это дорого или нет? Пишите в комментариях. Заезжаем на платную парковку, которая благодаря Азизу стала для нас бесплатной. Так, ну что, ребята, мы заходим на Hill Mall в Пальме-Джумейре. Здесь находится самая высокая смотровая площадка на Пальме-Джумейре. Вот. Потрясающие виды открываются там. Мы вам все это обязательно покажем. Как я говорил, 100 дирхам стоит вход. У Азиза скидок нету. В дальнейшем будет. Да, обещал, когда станет шейхом, обязательно все, кто был у него на экскурсиях, сделает хорошие бонусы всем. Так что записывайтесь на экскурсии к Азизу. Это хорошая инвестиция в будущую классную жизнь в Дубае или в другом туристическом месте. Так. Заходим в лифт. Самый быстрый лифт на Пальме-Джумейре. Самым лучшим экскурсоводом Азизом. Погнали. О, панорамный лифт. Кто спрашивал? Отлично, смотрите, какие виды.
Все это стоит удовольствия 10 дирхам, но только благодаря каналу Славон в отрыве, канал со Славоном и Юльком, вы это видите бесплатно, потому что YouTube подарил нам такую возможность. Смотрите, здесь, как мы говорили, Нахиль Молл, много магазинов, много интересных достопримечательностей. Смотрите, какой классный вид, какой вообще шикарный Дубай. Ребята, вам нравится? Напишите в комментариях, были ли вы в Дубае, либо только планируете сюда приехать. Азиз, помахай подписчикам. Экскурсия у Азиза. Вы видите сейчас на экране его телефон. Записывайтесь. Только по промокоду Славон в отрыве, либо со Славоном и Юльком вы получаете $5 скидку на экскурсию с Азизом. Смотрите, какая красота, ребятушки. Пальма Джумейра. Как всегда, Дубай восхищает своей красотой, своей величественной силой, таким неповторимым шиком. Смотрите, какая красота. Вот эти вот лепестки листьев украшают эту пальму Джумейру. Все фотографируются. Так, вот в Нахиль Молл свой аквариум. Бесплатный, ребята. Только если вы посмотрели это видео, вы можете зайти и сказать: мы по промокоду Славон в отрыве со Славоном и Юльком. И вас пропустят поснимать, насладиться вот этим вот небольшим интересным аквариумом. Смотрите, какие классные рыбки. Так, ребята, смертельный номер. На пальме Джумейре есть вот такие вот аттракционы. О, Юля сейчас меня снимет. Испробуем. И что? Вау-вау-вау-вау. Не смеешься? Он горячий. Так, ну что, сейчас мы приловчимся. Фу, очень страшно, ребята. Реально боишься кульнуться. Смотрите, я сделал это. Все это удовольствие стоит 0 дирхам, ребята. Я сделал это. Это было тяжело, но у меня получилось. Приезжайте в пальму Джумейру. Ребята, смотрите. Юлек не была Юльком. Самая бесстрашная девушка в мире. Давай, испробует в работе вот этот аттракцион. Это реально стрёмно, ребята. Не думайте, что здесь легко. Реально, действительно, очень страшно. Да, бесплатный аттракцион в пальме Джумейре. Да, можно и навернуться, ребята. Ну что, ребята, пальма Джумейра. Только что мы опустились вот с этой здоровенной башни, откуда мы показали шикарнейший вид на пальму Джумейру и на весь Дубай. Юля не может остановиться своих фотографий. Как дела? Нравится Дубай? Да, Еще сюда приедем? надеюсь. Смотрите, какие дома, коттеджи, пальмы. Вау, какой вид. Все шикарно. Центральная улица. Ствол.
Так, ребята, мы остановились возле отеля Атлантис. Самый первый отель, который был построен в Дубае. Азиз нас остановил. Так, смотрите, здесь море, пляж, катера, вот такие вот валуны стоят. Вот, здесь, понятное дело, вы не покупаете. И сейчас специально для наших подписчиков только мы попробуем пробраться в отель Атлантис. Пойдем посмотрим, что там внутри происходит. Дорогу в неположенном месте очень быстро. Попробуем прикинуться миллионерами. The reception. No, sir, only hotel guest. Can we go to reception? Yes. Hotel guest, sir, hotel guest only. We want to know how much it will be cost. You can check in online also. In reception. Reception you want me? Yes. Buy the room. Okay. Fine, no problem. 5 minutes, okay? Так, ребята, видите, уболтали мы, короче, security. Только для канала Славон в отрыве разрешили снять отель Атлантис. Сейчас зайдем, посмотрим, как этот легендарный отель выглядит изнутри. Смотрите, какие машины стоят. Да, дорогая жизнь, она такая. Отель Атлантис, Дубай. Мы любим это место. Как видите, только заехал автобус из тест-тура. Сегодня большой наплыв людей. Красная дорожка всех встречает. Да, и здесь мы. Канал со Славоном и Юльком. Канал Славон в отрыве. Смотрите, какая красота. Только шейхи здесь отдыхают, и мы одни из них. Посмотрите, какой классный отель. Это отель Атлантис. Смотрите, какой фарфор. Как все красиво. Какой шикарный вид из номера, из холла отеля. You take a room? One double room Yes, one double room. for today and tomorrow. Yes. Сколько будет стоить комната на двоих, дабл, двухместный номер? На двое, да? Да. На пару. Хорошо. На сколько ночей? На одну. На одну. Сейчас я скажу. Но вот вы знаете, я предлагаю вам бронировать через Booking. Потому что... Все занято, да? Не так уж знаете, я сейчас вам скажу, у меня есть только Imperial Club. Она будет стоить 4360. 4360. Она будет стоить. Это улучшенный номер, да? Да, это то же самое номер, но у вас там только будет доступ дополнительный, у вас там будет завтрак включено. И afternoon tea, это с 3 до 5. После 5 до 6 happy hour. Это значит безлимитный алкоголь и там private beach access и так далее. Ну, в принципе, это норм. Цена как бы нормальная. Я как бы не думаю, что вам нужна будет Imperial Club, поэтому говорю. Хорошо. 4200, да? 4360. 4360. Да. Хорошо, У подумаем. меня нету делакса. Ребята, это Дубай. Это реально круто.
Феррари. Что, ребятушки, вот мы переночевали ночь в этом классном отеле. Нам все очень понравилось, все было супер, было очень круто. Это самое шикарное место, где мы были, ребята, это супер. Кто говорил, что автостоп в Дубае не работает? Спасибо. Что, куда здесь едем сейчас? Мы едем в Дубайскую Венецию. Дубайскую Венецию. Смотреть Венецию. Что там, можно было что-нибудь бесплатное покататься? Венеция? Ну, в Дубае. В Венеции мы знаем, что можно бесплатно, а в Дубае? Бесплатно покататься. Ну и что можно бесплатно? Бюджетным туристам. Ну, в парке Где можно сходить. в парк сходить? В парке Там же различные. есть такие лодочки, которые там... За 1 дирхам. Это в старом городе. Мы туда поедем? Он стоит 2 дирхам. Он стоил 1 дирхам, сейчас 2 дирхама. Азиз, скажи, а если придешь со своей надувной лодкой, можно поплавать? Да, конечно, конечно. Никто замечаний не сделает? Или там тоже надо свои права, там разрешения? Меня скажете, пустят. Отлично. Говорите промокод Азиз и можете плавать на своей лодке. А на круге можно? И вот торговый центр, где мы были. Он называется Нахил. Если обратили внимание, не знаю, обратили вы или нет, там, где мы стояли только что напротив Атлантиса, там были надписи Нахил, Нахил, видели? Да, видели. Это вот Нахил Молл, назвали именно Нахилом в честь застройщика. Компания застройщика называется Нахил. И пальму строила компания Нахил. Она принадлежит шейху. Эта компания. Ну, строители, они были из Голландии. Строители. Да, специалисты именно вот эти, которые руководили проектом, были из Голландии. Почему из Голландии? Потому что у них, оказывается, большой опыт в строительстве таких объектов. Потому что территория, да, территория Голландии на 33% было отвоевано. Азиз, а в ДПП фу, попадал в Дубае? 5 лет вы Не, в Дубае нет. В Абу-Даби, да. А, в Абу-Даби. Да. И что, как на месте решали? Да, Или на полиция? Полиция быстро приезжает, там 5-10 минут. Они сами видят или им сообщают? Нет, им нужно сказать, или если есть камеры, они сами могут приехать. А там Быстро все решают. нету такого, если что... виновник, Ага. ничего не надо там рассчитывать, фотографии, ничего не надо делать. Сразу определяют, кто виновный, ему 500 дирхамов штрафа, и все, на месте все решают. А машину, которую ты протаранил, страховка все это делает. Сидит. А ты чисто 500 дирхам 500 штраф дирхамов, заплатил? И все, да. И быстро все. Хорошо. А есть вот такое понятие, как нетрезвый за рулем? Конечно, есть. И что за это грозит, если ты маханул вискаря и сел за руль? За это очень большие штрафы и плюс депорт. А если ты гражданин ОАЭ? То в этом случае я не знаю. Наверное, как-то решат. Но среди граждан редко можно увидеть людей, которые пьют. Потому что мусульманская страна. Ну, понятно, мусульмане, и редко можно увидеть таких людей. А за что в Дубае могут отрубить конечности? Конечности отрубают, во-первых, в Саудовской Аравии. Здесь это В Арабских уже не Эмиратах Нет, уже не. Вау, ребята, гуляем! Мы думали, Но что штрафы это вы здесь. получить по-любому сможете, если будете воровать. Тогда точно Штрафы. поездите, придется продавать. Да, продавать, чтобы заплатить штрафы. Короче, это Саудовская Аравия. В Арабских Эмиратах ничего тебе не отрубят. Розгами не отобьют. Вот. Все. Если у тебя есть зеленые бумажки, то ты, в общем, можешь от всего откупиться. Правильно? Ну, практически. Хорошо, кинотеатры есть здесь?
Такой наивный вопрос. Конечно, есть. И очень много. На русском языке показывают кино? Нет. Только английский, арабский. Английский, арабский. А на индийском? Потому что индусов много. Индусов много. Да. На Какой у них индийском там тоже язык? индийский. Индийский? Фильмы Болливуда тоже показывают. И они очень популярны. Арабы тоже любят смотреть. Театр, опера, балет. Есть такое здесь? Да, есть. А чего нету в Дубае, вот, которые еще хотят построить? Чего нет? Казино нет. Казино нету? Блин, вот не думал, мне казалось, казино точно должно быть. Но хотят построить. В Эмирате Рассельхайма на острове Аль-Марджан. Там хотят построить. В общем, дорогие подписчики, если вы хотите открыть казино, то обращайтесь в Дубай. Здесь самое перспективное место, казино еще нету, не протоптанная дорожка. Вы будете первыми, можно срубить бабла. Хорошо, казино нету. Какой еще бизнес можно открыть? Пахлаву можно на пляже продавать? Вату, Сладкую вату, да. мороженое, Холодное напитки. пиво безалкогольное. Такая ниша свободна. Свободно, но она запрещена. То есть на пляже торговать да. нельзя. В определенных пунктах, магазинах можно будет продавать. А на Так, пляже ладно. ходить и предлагать это запрещено. Ну что, дорогие друзья, что еще? Какие у кого есть идеи? Что можем открыть в Дубае? Ледовый дворец есть, есть хоккей, там, лыжи. Все это есть уже давно. Мы проезжаем слева виллы родственников шейха. Это секретная информация. Азиз с нами по секрету поделился, а мы по секрету на YouTube канале Славон в отрыве это покажем. Находится это место, не будем говорить где, вы сами определите это место, если побываете в Дубае. Хорошо, Азиз, а кого из знаменитостей видел в Дубае? Вот таких вот, которых можешь назвать? Павел Воля, Баста, Егор Крид. Вот просто видел или с кем-то, может, там возил кого-то? Нет, Просто я видел. Мгм. Кого еще? Дина Саева недавно, Мгм. 2 недели назад. Павел Воля, мы тебя видели в Дубае. Будешь в Дубае, пиши Азизу, прокатит тебя на Kia Седоны. с 50% скидкой по промокоду Славон в отрыве. Сейчас мы заедем Сфоткаемся на фоне паруса. на фоне паруса и посмотрим Венецию, дубайскую Венецию. Отлично. Ну что, ребята, вы не спите еще? Никто не спит, все нормально. Везде подвязки. Все ему открывают двери. Вот. Вход везде открыт, если вы с Азизом. Кстати, если будете в Дубае, кто-то пристанет, вы скажите, я знаю Азиза, и от вас сразу отстанут. Здесь по времени. Отлично. Так, это мы приехали в Венецию. Рынок золота здесь? Так, ребята, вот мы попали в Венецию. Смотрите, очень дружелюбные продавцы. Все есть, все недорого по сравнению с дубайскими расценками в гипермолах. Так, ну вот мы на самой известной площадке, где фоткаются на фоне Бурдж-Халифа. Ой, на фоне паруса, ребята. На фоне 7-звездочной гостиницы. О, как видите, здесь всегда многолюдно. Люди не упускают возможности запечатлеть вот эти моменты. Так, ну, здесь, ребята, как вы видите, самый дорогой ресторан в Дубае. Здесь обедают только шейхи. Вот, кстати, одни из них. Ты хотел поближе. Посмотрите, какая кристально зеленая вода.
Там плавают рыбы. Плавают сомики, бывают. Иногда заплывает крокодил. Так что детям лучше близко не подходить к воде. Родителям тоже. Блогер. Да. Славон в отрыве, подписывайтесь. Хорошо. Обзор Дубая, самые лучшие места, самые бюджетные путешествия будут. Так, ребята, проходим один из самых дорогих ресторанов Дубая. Здесь почему-то в банках лежат макароны. В чем прикол, ребята? Excuse me. YouTube channel Славон в отрыве. А what is it? Why? Why? What is It's the light, sir. the lighter. Ah, okay. Thank you. Thank you. Ребята, это просто светильник. Сделали из макарон светильник. Слушайте, ну, дубайцы молодцы, конечно. Придумали светильник из макарон. Так, заходим в ресторан. Наша любимая Sex and Bones, Manufactured Track, Дорадо, лобстеры. Готовят прямо здесь. YouTube канал Славон в отрыве. Все нормально, разрешение на съемку есть. Вот так вот проходят будни в ресторане. Привет. В ресторане Authentic Tea Wear. Греки. А что по ценам? Это торговый центр, как здесь? Дешево покупать или лучше поехать в Дубай Молл? Нет, здесь дешевле, чем в Дубай-молле, но все равно цены здесь высокие. А правда говорят, что в Рамадан скидки, акции, распродажи проходят? На Хаид, на окончании Рамадана, здесь проводятся скидки. 50-70%. А когда Это будет с 1 мая. С 1 мая. Нет, ему принадлежит футбольный клуб Манчестер Сити. Вау. Шейх Мансур. Вот он владеет клубом Манчестер Сити. Дубайский, вот он. А это его книга, да? Правитель Дубая. Это наследный принц Дубая. После его отца он станет уже шейхом. Шейх Хамдан. Шейх Хамдан бин Мухаммед Аль-Мактум. Еще раз Это шейх Халифа. Шейх Халифа. Халифа – это нынешний президент, правитель Абу-Даби. А это его младший сын, шейх Мухаммед бин Заид Аль-Нахьян, его брат. У него есть сыновья, но он назначил своего брата наследным принцем. Он с 2014 года управляет государством. Потому что в 2014 году шейх Халифа заболел, перенес инсульт, и с того времени он не управляет. Фактически государством управляет его брат. И вот если он умрет, то шейхом станет шейх Мухаммед, А его после брат. шейха Мухаммеда кто Уже будет? тогда решат. Это не семья решает, да? С сыном что будет его? Вот последним сыном. Получается, поколение пойдет. Это наследный принц Нет. Дубая. Нет, а у Это этого Дубай. сыновья есть? Есть. Но они не. Нету. Он дал своему брату. Потому что он с 2014 года управляет государством. Он показал хорошую свою сторону. Много реформ сделал. Народу это все понравилось. И шейх тоже оценил. И он назначил наследным принцем. Так, ребята, в Венеции есть бесплатный кран с родниковой водой. Специально для вас мы пробуем набрать бутылочку воды. Так, наверное, надо куда-то сенсор. О, вот так вот. Вот здесь находится сенсор. Я поднялась там. Вода богатая витаминами, заговоренная лучшими кем-то там Дубая. Выпейте глоток, помолодеете на 5 лет. Отлично. Все открываем. Ребята, получили очень ценную информацию. Азиза, оказывается, апрель месяц, месяц Рамадана. В Дубае более-менее все разрешено, так что едьте в Дубай. Здесь все нормально, можно пить воду, можно кушать гамбургеры днем.
Вот. Можно купаться, можно ходить в юбках. Мужчинам нельзя. Мужчинам нельзя. Женщинам можно ходить в юбках выше колена. Вот. Но если ваш отель находится в Шардже, то в Шардже это не рекомендуется, потому что это культурная столица Арабских Эмиратов, там это не приветствуется. Поэтому, если вы едете в апреле в Арабские Эмираты, то лучше выбирать Дубай. Правильно, Азиз? Правильно, совершенно верно. Так что, come on to Dubai, ребята. Первое место – туризм. А нефть – это уже последние места. Потому что от нефти зависит только на 5%, от туризма на 20%. Остальные отрасли напрямую или косвенно зависят от туризма. Например, строительство. Если не будет туристов, никому это строительство не нужно. Авиация. Компания Emirates, которая принадлежит Дубаю, последние годы считается самой лучшей авиакомпанией в мире. Она тоже приносит очень большие доходы в казну государства, в казну Эмирата Дубая именно. И тоже зависит от туризма. Все зависит от туризма. Так что, ребята, развивайте туризм, стройте аквапарки, парки, колесы, обозрение. Что еще можно построить начинающему городу, который хочет стать в будущем Эмиратом, как будто Дубае? Что в первую очередь нужно построить? Торговые центры. Торговый центр, Дубай Молл. Ребята, как думаете, что еще можно построить? Ну, варианты. Современный аэропорт. Аэропорт, Бордель, конечно, гостиница, бордель, да. В общем, все это можно построить, все в ваших руках. Да. А есть атомная электростанция в Дубае? То есть, Есть. В Арабских Эмиратах? Да? Есть единственная атомная электростанция, которая находится в Дубае. И мы рядом с ней проезжали сегодня. Ну, я вот вижу, что это не она рядом здесь. Мы проезжали, когда были на острове Blue Waters. Помните, остров с Blue правой Waters. стороны Да. были высоковольтные линии. Blue Waters, они охлаждают, наверное, вот это вот весь уран, который там функционирует. Да? Ладно, что мы все про Дубай, да про Дубай. Азиз, расскажи, как ты вообще отдыхаешь? Вот сколько ты работаешь дней в месяц, сколько ты оставляешь на отдых? В период Рамадана я больше отдыхаю, чем работаю. Например, последние дни, неделю, 3-4 экскурсии. То есть 3-4 дня, да? Да, 3-4 дня. 4 дня работаешь, 3 дня отдыхаешь. Ну да. Как ты отдыхаешь? Вот что ты делаешь вот, в выходной день? Выходной день отсыпаюсь. Хожу на пляж. И вот так. Ходишь на пляж, отсыпаешься, смотришь С телевизор. друзьями собираемся. А что вы с друзьями делаете? Шашлыки жарите? Нет, шашлыки не жарим. Ходим в какое-нибудь заведение, покурить шиша, кальян, то есть, и так далее. Ну, так далее. Что значит так далее? Ну, интересно, ну, так далее. Так далее. Что-то вроде этого. В кино можно сходить. Хорошо, девчонки есть тут с Узбекистана, с Таджикистана? Или только ребята приезжают? Есть девчонки тоже, которые работают в сфере продаж в Дубай-молле, в таких крупных торговых центрах часто можно встретить девчонок из Средней Азии. А тебе самому какие больше девчонки нравятся? Ну, со своей стороны или Со там своей. славянки, Со негритоски? Со своей. На этом все. На метро ездишь, там, на такси, там. Вышел, дошел до Бурдж-Халифы, перешел там, в музей будущего, прогулялся в аквапарк, там вышел через подземный переход в зоопарк. И все, весь Дубай посмотрел за один день. Ну, а тут ездишь, вот, Такие расстояния. да, вообще 30-40 не продуманно, ребята. Вот если бы нас с Азизом взяли архитекторами,
Мы бы тут так бы нафигачили. И везде был бы трафик. Вообще, да. Поставили бы шлагбаумы. Вон там живет шейх. Слева от забора, видите? Длинный. Там внутри резиденция шейха. Как бы сад вот этот. Да, вот там везде деревья. Нам по секрету Азиз сказал, что строится новое высотное здание недалеко от Дубая. Как оно будет называться? Крик Тауэр Крик Тауэр. будет высотой примерно 1 километр. Вау! И вот он находится вот справа, вот за вот этим вот зданием. Вот там вот новый район. Короче, Дубай нас просто не перестает удивлять. Так, очередная наша локация. Азиз привез нас. Как думаете, куда? Это золотая рамка, ребята. Золотая рамка тоже еще одна хорошая достопримечательность, в которой можно увидеть, как жил до этого старый город Дубай, новый город, который только начал строиться. Хорошо, вот я думаю, ребятам самая главная информация, а девчонки, там шейхи, как называются девчонки, которые шейхи? Шейхи. Шейхи девчонки. Шейха. Шейха. Да? А они женятся, там выходят замуж за европейцев, за славян, россиян, белорусов. Очень редко. Может, если с даже Узбекистана кто-нибудь женился. Да, они могут. Да, есть, которые вышли замуж, женились. Но вот эти льготы, которые предоставляются местным, сразу у них забирают. У детей не будет льгот. Поэтому им невыгодно уходить замуж или жениться. А если любовь все-таки, вот любовь? Да, возможно, можно выйти, без проблем. Но не будет льготы. Но за шейхой девочкой это льготы остаются. То есть она продолжает пользоваться там Да. бесплатным у детей не образованием. будет, у мужа, у детей ничего не будет. Таких. И про жемчуг давайте продолжим. До нефти они зарабатывали жемчугом. Жемчуг Объединенных Арабских Эмиратов очень славился во всем мире. И был большой спрос на них. И люди, которые собирали жемчуг, их называли ловцы жемчуга, ныряльщики. И вот эта профессия ныряльщиков считалась самой опасной в мире. Одной из самых опасных. Потому что морская вода, нету кислорода, нету специальной экипировки. Соленая вода разъедала кожу, глаза. И плюс они же должны нырять на глубину. Кислорода не хватало. Люди часто умирали. Чтобы быстрее достичь дна, они привязывали камни на себя. Бросали в воду и так быстро достигали дна. Отвязывали, собирали ракушки быстро. Да. Ну да. И вот так многие умирали. Быстро-быстро собирали ракушки и тянули за веревку. А сверху его вытягивали. Человек, который находился наверху, на лодке, от него зависела жизнь человека, который находился в воде. Часто люди умирали вот так, но они были готовы рисковать своей жизнью для того, чтобы прокормить свою семью. Потому что больше делать было нечего, еды не было, нужно было как-то кормить свою семью. Рыболовством или ловлей жемчуга. До отплыва им платили деньги, ловцам платили деньги. 30-50 рупиев, индийских рупиев. Не было здесь еще дирхамов, платили в индийских рупиях. Индусы были главными здесь, да? Валюта была рупии. Ну и, соответственно, их валюта была, соответственно, они были главными, да? Деньги к семье достались. Да, они давали семье и уходили. После того, как возвращались, отлов У семьи отбирали деньги. не оценивали таким образом. Было очень много способов оценки. Один из популярных был такой: брали дощечку, на нем были разные дырочки. Брали жемчуг, пробовали засунуть в эти дырочки. В какую совпадало, в какую попадало, сумму того жемчуга платили.
большая часть доходов уходила шейхам, остальное делили на ловцов. И в Дубай-моле вы увидите водопад. Водопад ловцов жемчуга. Многие думают, спортсмены, атлеты там, но на самом деле это их деды, прадеды, которые рисковали жизнью ради них. Для того, чтобы молодежь помнила о них, они сделали вот такую экспозицию, водопад, внутри Дубай-мола. Созрел новый вопрос. Поговорим о насущном. Какие животные выращивают в Эмиратах? Там вот есть колхозы, вообще, коровы там. Ну, вы поняли, в общем. Есть фермы, Да. особенно Кого там выращивают? Баляйне. Барашки. Коровы, барашки, Коровы, курицы. барашки, курицы. Там есть, Скачки же по-прежнему устраивают. да, есть заповедники, очень много заповедников на территории Абу-Даби. Есть антилопы Орикс, их очень много. Есть газели, есть кролики, есть лисы, есть верблюды, лошади. Если не знаете антилопу Орикс, то вы можете увидеть ее на 50-дирхамовой купюре. Хорошо, а вот в России, когда видят красивую девчонку, говорят, ну ты идешь прям как лань. А вот в Арабских Эмиратах видят красивую Как девчонку, верблюд. говорят, как верблюд. То есть это комплимент? Кто там? Как Орикс пошла. О. Как Орикс пошла. Сними, Слава. Вау, вот они деньги. Нет, вот Это Орикс. Орикс. А, это Орикс, антилопа. Их здесь очень много. Да, хорошие лошадки. Лошадка. А менялы есть вообще, вот, которые На улице? меняют на улице? Нет. Запрещено. Слушайте, а вот у нас... Зачем так делать? В торговых центрах везде можно по хорошему курсу поменять деньги. Ну, в Европе менялы есть, вот у нас нету. Ну, в Европе есть. А вот... В Беларуси нету? Нету. В Польше, знаю, есть. Там в Польше менялка В почему-то... России есть. Да, ну, выгоднее. А вот люди, которые там, вот мы идем по переходу, там продают очки, там, короче, там, ну, какие-то товары. У них можно что-то купить? Конечно, можно. Потому что нас тоже пугают, это очередные страхи, что пугают туристов, что если ты купишь у кого-то на улице, то тебя там опять такие налоговая, полиция заберет, опять оштрафует, и останешься на всю жизнь ты в Арабских Эмиратах. Было бы хорошо, если бы оставили. Лишь бы не в тюрьме. Но можно, конечно, купить. Во-первых, это все контролируется. Они не просто так там сидят. Ну вот мы Если уже бы 3 дня было бы ходим, да, и вот нелегально, то их бы давно забрали и поставили, Да. дали бы им там большой очень штраф. А как проверить, вот он легальный, нелегальный? Вот он разложил там на своем там полотенчике эти очечки, там А где это вы духи. увидели? Ну вот в переходе. Переход с одной стороны на другую, надземный. Надземный. Спросите документы. Не, документы покажи, documents. А если откажется? А ты кто такой? Можно ему там что-нибудь там пощечину дать, какую-нибудь там, блин. Полицию отдать. Да, Вызвать полицию. Это вы чё, а? Ну, физическое насилие вообще тут приветствуется нелегалом. А? Нет? Приветствуется, если вы Пинка хотите- ему там Если поджать. хотите штраф заплатить. Профессиональность тюрьмы. Да. Вот приветствую. Без кондиционера. Да, кормят прекрасно, все. Условия хорошие. Ну, кондиционеры, да. Все чисто. Хорошо, а чем припугнуть его можно? С законом. Да, мы 2 раза. Полицией. Попадали в полицейский участок. 3 раза. А что на местном там можно нам сказать там что там Архам Дирхам там Барам-Барам, чтобы он понял, что он там не просто там с туристом, который там развозит, а вот там ну серьезный человек подошел. Друг шейха. Да, кстати, у меня там знакомый шейх есть там, я сейчас позвоню и сам понимаешь, что будет. Погрузили оба катамарана, чтобы снять. Есть там пару словечек, которые могут там туристы сказать. Ялла Хабиби. Ялла Хабиби, это что будет? Ялла Хабиби. Ялла, давай, значит.
Давай, продолжай в том же духе, зарабатывай деньги, делай деньги. Ребята, запоминаем. Ялла Хабиби. Ялла Хабиби. Ялла Хабиби. Вот так. Что это за ребята такие? Старый город соединяется с новым. Вот именно в этом районе. Красиво. Это канал Крик, и он делит старый город на две части. А куда у него идет он? Ну там новый же район был, И? до туда, и дальше. Наконец-то на экскурсии мы видим бесплатную смотровую площадку. Не надо ни за что платить, и здесь откроется шикарный вид на ДР, на старый город. Девчонки, ваши впечатления? Супер! Ничего не видно. Нет, Что вам понравилось в старом городе? мы его еще не видели. Сейчас пойдем А со смотреть. смотровой площадки? Со смотровой площадки домики старенькие. Домики, супер. Вот что видно в Дубае за бесплатно. Ну вот, только клетка и ничего. Так что копите денежки, доллары, зеленые или рубли, потому что здесь бесплатно очень тяжело что-то найти. Но мы найдем, ребята. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Юлек? Азиз, главный вопрос на любой достопримечательности, когда приезжают, где здесь ближайший бесплатный туалет? Он там. Вот. Пораньше бы сказали, я бы показал. Сейчас вернемся туда. Инструменты. Для калорий. Давай, сыграй Баха. Не получилось. Так, а вот Аладдин искал давно вот это вот достопримечательность, ковер-самолет. Сколько дирхам нужно заплатить, чтобы он полетел? 500 тысяч дирхамов. И он 500 тысяч дирхам и полетит. А только ковер под мышкой ты будешь держать. И в самолете. И вот, ребята, все для жизни в Арабских Эмиратах. Если мало ли у вас чего-то не хватает, то вы можете найти здесь курочек и петушков и попробовать их споймать. Тот, кто споймает, может пожарить шашлык. Да, ребята, это действительно правда. Но в Арабских Эмиратах курочки очень быстро бегают. Так что поставь. Okay, I don't see everybody. I think you have to come over on this side, ladies. Okay, there. Видели, да? Вот Диждаша называется, или по-другому Кондора. В их одежде каждый атрибут имеет смысл. Например, есть вот такая веревка. Откуда она появилась? Это веревка для того, чтобы она держала, как это называется? Чтобы ее привязывали к верблюду. Она появилась от верблюда. Раньше ее привязывали к верблюду с помощью этой веревки. Потом, чтобы ее не потерять, привязывали на голове. И по истечению времени это как сохранилось, как вот такой атрибут их одежды. Еще есть такой атрибут, который здесь не сохранился, но он популярный в Йемене. В Йемене носят кинжал. Мужчины по правую сторону носят кинжал. Называется ханджар. Он здесь не сохранился, но раньше люди такой кинжал носили с собой. И по нему определяли, из какого эмирата, государства этот человек прибыл. А у женщин черная одежда. Видели, да?
Для чего? Почему? Тень мужчин. А? Женщина тень мужчин. Это один из вариантов, почему черный цвет. Если мужчина это человек, то женщина его тень. Так говорят арабы. А еще второй вариант, чтобы она не вызывала внимания чужих мужчин лишний раз. Черный цвет не притягивает, как бы они считают. А наоборот, притягивает солнце. Жарко же здесь. Она в черном, она перегревается и быстрее уходит домой. Специально выбрали черный, потому что чтобы она на улице долгое время не оставалась. Быстрее возвращалась в белый, да. А он сколько хочет. Притягивал женщин. Не говорите. Ну, вот мужчина в сером. А что это обозначает? Это Коричневым. вообще не араб. Ну что, ребята, и вот наконец-то мы приходим в доисторический туалет Дубая. Теперь вы увидите, как раньше ходили в туалет дубайские шейхи. Так. Так, туалет сюда. Так, мальчики, девочки. Куда идти? Обязательно заходить в маске. Все? А? Во. Вот, видите, раньше не было никаких защелок. Заходишь. Вот. Да, уже в 19 веке были такие дозаторы. Туалетная бумага, шланг. В общем, все как везде. Ну что, ребятушки, на лодке мы кататься не будем, потому что это стоит всего 2 дирхама. Это довольно дорого для бюджетных путешественников. Ха-ха-ха, конечно, смешно. Нет, мы не поехали, не будем терять время, потому что это занимает 20 минут на один берег, 20 на другой, того где-то около часа. Поэтому мы едем к Дубай-молу. Ребята, вот справа музей будущего. За деревьями уже. Уже за деревьями. Ну, в будущем мы наложим фильтр, что этих деревьев не будет. Так, вот ребята ездят, возят пиццу. Ну, сказали, где-то получают 2000 дирхам в месяц. Do you have pizza? Можно меня спросить? Спрашивайте. Excuse me. Hello. 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 Do you have pizza? Can? 3 pizza. $5. $5. 5. Come on. 5 дирхам. 3 pizza. Быстрее едь, потом вперед. Come on. Может, у первого есть? Смотри. Good pizza. 3, 5. 3 pizza. How much? I will check. Chicken. I will check, он сказал. No, chicken, no, don't eat. We don't like chicken. Pizza, how much? One pizza, how much? Ладно, сколько стоит на мотоцикле проехать? Пока! Музей снимайте. Да, музей будущего, кстати, вот. Вот в будущем вот такие вот ребята катаются. Красавцы. Все, поехали. Ребятушки, вот
на Бурдж-Халифа. Если вы едете в Дубай, обязательно посмотрите это видео, напишите в комментарии, что вы хотите увидеть. Азиз всегда вам ответит. Экскурсию сделает скидку по промокоду Славон в отрыве или со Славоном Юликом. Ну что, ребята, привет! Наконец-то мы приехали на шоу фонтанов. Вот, посмотрите, как здесь красиво. Вот они, высотки, Дубай. Дубай встречает, все фотографируются. Вот, очень классно. Но людей просто невероятно много. Это апрель месяц. В другие места здесь еще больше людей. Ну, просто насладитесь вот этим вот видом. Вот мы идем, короче, в Дубай Молл. Смотрите, сколько народа. Все люди хотят увидеть непонятно что. Хотят увидеть фонтаны. Фонтаны хотят увидеть. О! Честно, ну, фонтаны, но что-то такого, чтобы там было настолько офигенное, что вот толпы людей, которые вот горят желанием это увидеть. Я не понимаю. Ладно, мы куда двигаем? А? К аквариуму, да. Пойдем посмотрим на самый здоровенный аквариум в мире, который находится в Дубай-моле. Пойдем посмотрим. Так, ребята, мы, короче, поняли, где аквариум. Нам объяснили девчонки с Гуччи. Короче, и надо идти куда-то вот сюда вот. Едем на эскалаторе. Юлек с нами, Юлек, помахай. Так, ребята, зашли в магазин парфюмерии. Посмотрим, что почем. Так, как обычно, ценников нету. Ну что, пойдем попшикаемся Том Фордом. На вот это попробуй. Смотри, 842. Юля, на вот это прям понюхай. 842 фунта. Что, нет? Юле не нравятся такие дорогие парфюмы. Юля, ты довольна? А? Довольна? Молодец. Ну что, ребята, подходим мы к самому большому аквариуму в мире, который так любят все туристы в Дубае. Вот. Акулы находятся тут. Вот скажите мне, пожалуйста, как акулы могут быть такими спокойными? В чем прикол? Вот, ну, я не понимаю. Смотрите, она смотрит прямо на тебя и говорит, ну, я вот такая вот спокойная, ты можешь меня погладить. Original shark? No original. No, I don't know. I don't think that it's original. No. В общем, ребята, как видите, возле аквариума много народа. Смотрите, какие рыбки. Вау, смотрите, какие. Мне кажется, они разделены на сектора, и акулы не могут приплыть к карпам, правильно?
Ну, а где акулы? Так бы они все карпов бы съели. А вон акула. А чё она карпов не ест? Вообще, как думаете, это оригинал акулы? Воспитанная. Оригинал, но оригинал. Я думаю, это все на батарейках, это все иллюзия. Батарейка? Ну. What do you mean? Ну что, управляют там, короче, этими гаджетами там. Какими? Ну, акула туда поплыла, акула сюда. Ну, вот natural, no. No? No. Ты думаешь, No. это нормальные? The shark has Shark, hum. they have he's asking why the sharks are not eating the fish. They have a chip. I think Like maybe shark eat only people. okay. No, what do you mean with the chip? So they can control it. So they control the sharks. They do. Yeah, they control sharks. But they're real. So they're real sharks, but they are being controlled by the chip. То есть они настоящие акулы, но он говорит, что действительно у них есть чип, который контролирует их. Ну Чтобы они да, не- то есть вот нажимаю там акулы, плыви сюда, и она там... Oh, so how does the chip work? That's already their science inside. The scientists already. О, смотрите, ну вот какая здоровенная. Oh wait, so that's what. So they don't. Тот, кто смотрел фильм «Челюсти», в аквариуме не смеется. Ребята, показываем вам секретную локацию. Самый крутой вид. Ребята, вот там, где люди толпятся на камерах, вы можете просто смотреть это все своими глазами. Ребята, вот. Смотрите, какие рыбы. Оп. Вот они прямо на вытянутой руке от вас. Там, смотрите. Ой, смотрите, какая летучая рыба. А там вы видите вот людей, которые там внизу смотрят и пытаются разглядеть акул. Это секретная локация. Про нее мало кто знает. Многие до сюда не доходят. Но наши подписчики, они знают. Вот смотрите. Вот. Акула. Видите, акула. Прячьтесь, акула! А вот смотрите, еще акула. Такая плывет, смотрит, думает, эх, кого бы съесть? А вот это вот думает, хорошо быть акулой, она недавно поела. Я буду просто плавать и наслаждаться жизнью в аквариуме. Вот малышка остановилась, смотрит на нас. Да, вот такая вот акула, да. Юльчику определенно нравятся рыбы. А смотрите, блин, какая здоровенная рыба. Летучий голландец. Ой, куда ты летишь, голландец? Проходим дальше, и возле магазина H&M мы можем видеть продолжение самого большого в мире аквариума и место, где нет людей, где вы можете просто подойти, поиграться с рыбами. Вот, смотрите, акула, мы здесь, давай, иди сюда. О, летучий голландец, ты опять здесь, он определенно мы ему нравимся. А вот это что за малыш? Вот. Вот такая красота в Дубай-моле. В Дубай-моле такая красота. Ой, а почему тут так все темно, тут все так плохо видно? После магазина H&M поворачиваете направо и идете прямо к водопаду.
водопаду с ныряльщиками. Это еще одно очень красивое место, достопримечательность Дубай-Мола. Сейчас покажем, как оно выглядит, потому что до этого ребята с Арабских Эмиратов, они, видишь, не всегда было нефть, не всегда был Бурдж-Халифа. Вот, когда они просто зарабатывали, ныряя за жемчугом, вот, поэтому их называли ныряльщики. Ну и чё? Смотрите, вот это вот самый здоровенный торговый центр во всем мире. Дубай-Молл. Немножко напоминает торговый центр столица в городе Минске, столице Республики Беларусь. Ну, примерно то же самое. Что, ребята, продолжаем нашу экскурсию по Дубай-Моллу. И самое интересное, что многие даже не знают, что есть такая достопримечательность — водопад с ныряльщиками. Говорят, какой чего водопад? Какой еще водопад? Ныряльщики? Не, вам, наверное, не сюда. Ну, пойдем искать. Юля показывает пальцем. Что там ты увидела? А? Что там? Юля увидела водопад. О! Юля, вот здесь какой Юли взгляд наметанный на алкоголь. Заметила шампанское. Что? Ну, ходим. Да, не знаю, к чему это было. Вот, но факт остается фактом. Если хотите найти алкогольный магазин в Дубае, зовите Юлю, она вам на нюх чувствует шампанское, вино. Ну, вот и ныряльщики. Смотрите, реально ребята не знают, что есть такая достопримечательность. Люди работают годами в Дубай-Молле и даже не представляют, что вот эти вот штуки, которые там льется вода, это что-то обозначает. Да, мы там рассказываем историю, что вот в Арабских Эмиратах не всегда была нефть, люди прыгали за жемчугом, ныряли за ним, чтобы прокормить семьи. Они этого не знают. Слушайте, ну реально красиво. Очень красиво. Очень величественно. Молодцы дубайцы. Слушайте, ну мне очень все нравится. Смотрите, так это же даже не все. Вот он. У него есть продолжение. Проходишь и вот еще здесь. Здесь падающие ребята, падающие волны. Как красиво, ребята. Это 5 этажей, 5 этажей вот этой вот падающей воды, падающего водопада. Очень красиво. Вот мы вам показали главные достопримечательности Дубай-Молла. Ну, конечно, главная достопримечательность Дубая — это его люди. Его люди, которые всегда готовы помочь, прийти на помощь, подсказать, где что находится. Конечно, многие не знают, что их город такой величественный, такой крутой, классный, но они все равно откровенно идут на контакт и помогают тебе найти
что-то интересное. Вот Юлек немножко грустнула. Ну что, тебе нравится Дубай? Нравится. Я все знаю, что вы хотите увидеть, где находится туалет в Дубай-моле, как он выглядит. Погнали, я вам покажу. Закрываемся. Сори. В общем, ребятки, что вам хочу сказать, конечно, торговый центр очень здоровенный, и здесь очень легко заблудиться. И вот я встретил Юлю только вот час спустя, как мы разминулись. Здесь просто нереально много времени, много места, много времени уходит на то, чтобы друг с другом встретиться. И то это хорошо, что вы еще увиделись, а так можно и не найти друг друга. Поэтому будьте осторожны в Дубай-моле. Здесь очень много магазинов. Скажи. Конечно. Вышли куда-то там. Ищем выход наших ребят. Видели классную бэху салатовую. Приветствует канал Славон в отрыве. Со Славоном и Юльком, да, здесь канал YouTube. Время 8:30, людей становится все больше. Так что если вы хотите посмотреть фонтаны, приезжайте в любое время, потому что людей всегда много в любое время. Юля, твои впечатления? Дубай-молл, крупнейший торговый центр, как шопинг. Что купила сегодня? Ничего не купила, получила много эмоций. Не обошлись. Маску можешь снять, на улице уже масок отменены. Ты идешь на фоне здоровенных небоскребов. Ау! Что это такое? Ничего. Ну, говори дальше. Получила массу впечатлений. Не обошли даже и половину. Очень большой. Ну что, ребята, вот оно, самое здоровенное здание во всем мире. Вот оно! Где-то там шпиль его почти 850 метров над землей. О, это реально очень много. Спросите меня, понравилось ли мне? Конечно, понравилось, потому что Дубай — это реально очень величественный город, который не сравнится ни с одним городом на земле. Только представьте, как люди могли в пустыне построить столько высоток, столько помрачительных зданий, сооружений. К концу наша экскурсия. С одной стороны, конечно, грустно. Так было интересно, много новых впечатлений. Но уже мы подустали, вот, потому что находились. Ура, ура! Вот, видите, машинки какие классные. Да, прям мотор-шоу, ребята. Ну что, ребята, как вам понравилось, Костя? Чего нового узнал? Узнал что-нибудь новое? Все новое. А что больше всего понравилось?
ныряльщиком тоже такой прикольный. О, долго мы его искали, не могли найти этот водопад. Даже некоторые продавцы не знают, что есть водопад в Дубай-моле с ныряльщиками. Им рассказывают, что вот есть там водопад с ныряльщиками, там какой, Да, что вы чего, говорите? говорят, нет, говорят, такого нету тут, ничего. Азиз придумал, обманывает. Говорят, здесь рассказывает. есть только аквариум, все, больше ничего нет. Мы говорим, да как, ну раньше там в Азиз-то Арабских говорил, Эмиратах, блин. да, там было там... Историю он нам чесал здесь Ну, только. когда времени. нефти не было, не добавляли жемчуг, говорят, да нет, а, наверное, в другом Эмирате, говорят, не здесь. Ой, Ну, в блин. конце концов нашли. Ну, нашли, да. И поверили, да, потом сразу. Ну. А так сразу. В общем, Бурдж-Халифа первые 3 места. Ныряльщики, ну а третье какое место? Почему Старый третье? город. Что там? Первое место отдам Азису за его Азису. хорошие истории. Спасибо. Второе. Ну, Бурдж-Халифе. Третье. Третье. Наши компании. Ну да, В дружбе. наша веселая компания. Супер. Так, Юля, давай твой топ-3 сегодняшнего проведенного дня. Марина, наверное, первое место. Марина какая? Которая на заднем сиденье сидит? Да, хотите. Ну, хочется туда еще вернуться и походить с другой стороны. Пальма, прикольно, классно. Пальма Джумейра, да. Мира, но жалко, что не пускают на эти ветки. Вот. Ну и третье. Ну, фонтаны, конечно, надо отметить. Феррари, вот, наконец-то мы же должны были увидеть Феррари. Вот оно, красное Феррари. Ламборджини так, или мы увидели возле этого отеля? Желтое, было Ламборджини или Феррари? Ну, классно. Так, сколько номеров? 4. Значит, это, скорее всего, его, да? Не аренда. Юля, спроси, ты умеешь. В общем, ночь начинается. И вылазят шейхи, их друзья, родственники. Так, мой топ-3 за сегодняшней экскурсии. Это, конечно... Так, дай-ка вспомнить, где мы там сегодня были. Вот, конечно, мне очень понравился отель Atlantis. Вот это вот, наверное, даже можно поставить на первое место. Вот, то, что реально Азиз помог нам туда попасть. Это было невероятно. Вот, красная дорожка, ну и один из самых крутых отелей в Дубае. Самый первый отель, самый первый открылся, вот, который есть на всех открытках, на всех там, магнитиках. Вот, я мечтал туда попасть, вот, ну и попал, спасибо Азизу еще раз. Вот. Второй, конечно, Марина. Марина мне очень понравилась, Дубай-Марина. Вот. Туда мы, надеюсь, с Юлей вернемся. Там пофоткаемся, еще походим. Так, третье. Что-то Дубай-молл мне вообще не понравился. Что-то вообще ни о чем. Фонтаны тоже что-то ни о чем. Вообще не понравилось. Вот. Пальма Джумейра. Вот. Может быть. Ну, прикольные виды были. Так, где мы еще были? Старый город. Старый город. Не знаю. А на этом, на Золотом рынке мы не были, да? Да. На Золотой рынок мы еще съездим. Ну вот, Марина самая... Бурдж-Халифа. Бурдж-Халифа, ну, это возле Дубай-молла. Ну вот, короче, возле Дубай-молла нам надо еще сходить в эту кафешку. Вот мы туда не попали, потому что ходили, блин, искали, там чуть нашли этот водопад с ныряльщиками, потому что люди вообще некоторые не в курсе, где он находится. Ну, а уже там про кафе, там это 37, да? Third Avenue. Да, вот про него, короче, вообще там уже никто не знает. Так что у нас есть еще незаконченные дела, которые мы обязательно должны исполнить. Вот, поэтому в ближайшие дни мы вернемся где-то в эти места.